Аккуратненько. Резина у нас, да, оставляет желать лучшего. Тихо, я яму проезжаю, не мешайте мне. Всем привет! Наконец мы дошли до совсем старенького Nissan AD. Знаю, частенько в комментариях пишут, а что совсем старенькие, простенькие какие-нибудь уже олдскульные-то подснять, было бы неплохо. Я, конечно же, не могу, чтобы в ролике появилась обыкновенная скучная AD, да, вот, ну такая, знаете, которых на каждом шагу полным-полно. Вот, пожалуйста, вот такую версию посмотрите сегодня. Каблучок, натуральный японский каблучок. Помните, были ижи-москвичи, такие тоже примерно в таком же кузове, там почтовые они частенько были или еще что-нибудь. Так вот, и у японцев была подобная тема. Они бывали не только вот с такими стеклянными, да, как видите, окошками, они еще бывали полностью металлические, то есть действительно точно так же использовались для перевозки каких-то там товаров, той же почты. Ну, то есть именно под такую же направленность, как и у нас в России вот эти ижи-каблучки были. Есть просто обычный, как вы знаете, Sunny California или Nissan AD, 10 кузов, просто универсал. А есть вот такой каблучок, но отличие не только в багажнике, хотя, конечно, одного багажника уже достаточно, там очень впечатляющий объем, тем более она высокая, не только длинная, да, она еще и высокая. Ну, в общем, давайте разбираться. Что такое-то? Я ни разу не пристегал. Купил. Ты красавчик! Погоди-ка, сейчас надо. Он что-то тут подклинивается. Ну, Ян, говорят тебе, человеком ни разу не пристегивался. Не, ну мне-то надо. Да задвинься, что ты не защелкиваешься, не могу понять. Машинки это все переднеприводные. Полноприводных их не было, хотя зря. Движочки считаются достаточно тяговитыми. 135 ньютон у версии с инжектором. Ну, то есть, в принципе, нормально. Мне, конечно, жалко, что наша версия автоматическая, да, с автоматической коробкой. Мне на таких грузопассажирских тачках всегда прикалывает, когда есть механика. По подвеске тоже элементарнейшая машина. То есть, вот реально народный тачан, просто для работы на каждый день. Стоечки Макферсон спереди, да, все обычно. Элементарнейшая балка сзади, да, она даже с тягой Panara, амортизатор отдельно от пружины. Ну, то есть все такое, знаете, что ремонтируется на коленке и задешево. Лежак? Нормально вообще. 3 человек в машине, лежак мы почти что не почувствовали. Ян, не замерзайка закончилась. Иди доливай. Ты же хотел какую-то модную показать? Ну ты дверь-то открой. Не замерзайка у меня действительно модная. Умная, даже правильнее сказать. С гидрофобным эффектом. Сейчас сезон зимний, вот эта штука особенно актуальна. Пора переходить с летней омываечки на нормальную незамерзайку. Жвачечкой, знаете, пахнет. Это не просто незамерзайка, ну, то есть функцию незамерзайки она, конечно же, выполняет, да, то есть помыть стекло. Но здесь еще есть дополнительные функции. Антидождь, антигрязь, антиснег. Мне нравится, она защищает стекло и вот этот сам контур стекла от обмерзания. И главное, что всякий раз, когда вы брызгаете на стекло, образовавшееся гидрофобное покрытие, оно обновляется. Так что, по сути, этому покрытию даже мойки не страшны. Я так скажу, во времена импортозамещения надо активно поддерживать российских производителей, тем более, если они делают что-то дельное. К тому же, я считаю важно сказать, что состав экологически чистый, безопасный, там никаких ядов в составе точно нету, метанола какого-нибудь вам не подлили, факт. Да, не удивляйтесь, у автобуса заливается вот здесь. Здесь написано минус 15, пока еще морозов нет, пока я лью вот эту баклажку. А так есть и для более серьезных морозов 15, для Сибири это вообще детский сад. А я еще вообще вот так вот делаю. Смачиваю и протираю боковые стекла, чтобы здесь тоже был гидрофобный эффект, грязь
лед не скапливался, грязь отлетала. Для тех, кто заинтересовался, я рекомендую перейти по ссылке в описании на сайт производителя. Либо можно сделать заказ прямо на Озоне. Вот я, например, заказываю на Озоне, приходит достаточно быстро. Ну и, конечно, на экране вы можете видеть промокод, с помощью которого вы можете при покупке получить скидку. Общие габариты для начала. 4,3 метра длина у машины, то есть не сильно крупная, ну, ориентировочно тот же самый какой-нибудь Honda Fit, например, там, примерно такие габариты, да, но 1,80 м ширина и 1,80 м высота, там даже больше 1,80 м, там, кажется, 1,83 м, насколько я помню, высота. Ну и, конечно же, здоровенные двери, причем двери, как это называется, французского типа, раскрывающиеся в разные стороны. Здесь, конечно, надо будет поорудовать рулеточкой маленько. Мне интересно узнать фактические размеры самого вот конкретно багажного отсека. Важно сказать, что спинка, вот это, чутко, блядь, двери, тихо, стой. Спинка заднего сиденья складывается полностью в ровный пол. Причем у спинки заднего сиденья металлическое покрытие сзади, понимаете? То есть оно предусмотрено под перевоз даже, возможно, не очень чистого груза. Резиновые вот эти вот всякие коврички, здесь все, понимаете, это именно был такой четкий, прикольный грузопассажир. На самом деле здесь можно вообще обустроиться комфортно, тут простор для тюнинга широченный, можно поставить скамеечку, можно поставить столичек. Еще один для вас вариант тюнинга под автодом, а? Скажите, сколько я вам уже несколько всяких машин показывал, которые можно переоборудовать под какие-нибудь путешествия. Причем она не сильно крупная, я имею в виду в целом по размерам, да, то есть отапливать ее одной печкой будет вообще замечательно. Если еще установить автономку, можно такой автодом замутить, прям шикарный. Кстати, остекление существует две версии, то есть бывает, что вот как у нас вот такие треугольные окошечки, причем окошечки вот эти открываются, то есть одну их часть можно сдвинуть, а бывает, когда две прямоугольных, одна узенькая, одна пошире, две прямоугольных таких пластины. Ну, я не сказал бы, что какой-то вариант хуже, какой-то лучше, такой просто интереснее смотрится, как по мне. Вы, конечно, должны с пониманием относиться к состоянию машины, потому что, естественно, состояние у машины, конечно, не идеальное, есть какие-то косяки и все такое, но я вам показываю конкретно модель, то есть эта машина, это иллюстрация именно этой модели. Понятно, что это именно хорошая база под проект, и если вы ее себе такую приобретете, вы, конечно же, устраните все эти моменты. Все отремонтировать, это на самом деле не сильно сложно, машина реально простая, простые пластиковые элементы цельными вот такими панелями, все цельнометаллическое какое-то такое. То есть где-то подклеил, где-то подпаял, подварил, покрасил, и все. Чудесная, красивая машина. Особенно японцы, я вам так скажу, любят очень такие машины делать под проекты. Тюнинг, обвесы, красивые колеса. Это прямо вот у них есть такой прям определенный фетиш. А у нас почему-то многие относятся к этим машинам предвзято, да? Любимый атрибут. Вялый конец. Так, 1,5 метра ровно. До спинки заднего сидения метр, ровно метр. Со спинкой заднего сидения до передних сидений метр, ну, 67, короче, если вот прям точно, 1,67 м. Ну, можно округлить до 1,70 м, если учесть, что можно еще подвинуть переднее сиденье. То есть оно сейчас настроено под высокого человека, если ее немножко пододвинуть, то получится 1,70 м. По-моему, неплохо. Смотрите, габариты серьезного универсала, да, приличные. Так еще имеем высоту. Высота самого вот отсека багажного. Высота 1,20 м. Ё-моё. Мне сразу подумалось, что можно еще люк какой-нибудь замутить. Вот так вот, допустим, вот ты выгружаешь, что-то там выкладываешь. Ну что, можно нормально шебуршиться. Перед эквилибристикой, да, перед тем, как я буду залезать на второй ряд сидений, я вам скажу некоторые цифры. У EDMAX, в этом и заключается его максимальность, да, колесная база длиннее, чем у обычного универсала на 70 мм, на 7 сантиметров, то есть получается, а общая длина на 95. То есть для тех, кто сидит на заднем сидении, им комфортнее в ногах. То есть как раз оказалось так, что вот это пространство между задним рядом и первым рядом, оно как раз увеличилось на 10 примерно сантиметров.
Но, ребят, туда залезать это, ну, реально целое приключение. Смотрите, хоть у этой машины и форма примерно как у купешки, да, то есть, соответственно, нет же второй двери вот здесь нигде. Залезать туда совершенно не так удобно, как в купешку, потому что дверь обыкновенная, дверь небольшая, как часто бывает у автомобилей таких двухдверных. Ну, конечно, все по обыкновенному принципу, то есть просто пододвигаем, получается, сиденье вперед, соответственно, наклоняем спинку, и начинается эквилибристика, потому что я вот, например, даже уже сейчас думаю, как мне начать задом туда погружаться, наверное, вот так вот, ну, типа, или мне сперва стоит туда вот ногу вот так туда засунуть и вот так, вот так вот, опа! Блять, слушай, не, по-моему, вот так вот не надо было начинать. У меня это какая-то тренировка под растяжку. Нет, мы так не будем, нет. Вот так вот лучше, вот так более грамотно будет. Вот так. Опа! Во, вот теперь все получилось. Ну, что сказать. Воздуха-то точно здесь достаточно, и уж точно достаточно места до потолка, потому что потолок где-то там. Знаете, второй ряд сидений, он такой, условный. Подразумевалось все-таки, что будет водитель и много багажа, потому что крыша высокая начинается сразу за вторым рядом. Второму ряду неплохо, на самом деле. Если маленько потеснить переднего, так скажем, того, кто сидит спереди, сзади очень даже неплохо. Во-первых, можно окошки открывать, пожалуйста, проветриваться. То есть у нас окошечки, вот они. У нас есть даже подстаканники, серьезно, народ, прям серьезно, подстаканнички. Тут есть небольшая полочка, правда, без бортика, поэтому что-то сюда... А, кстати, она сделана маленько под углом вниз. То есть, сейчас я затещу. А, не, у меня мобилки с собой нету. Ладно, рулетку затещу. Она действительно, она не укатится сюда. Она маленько под углом вглубь сделана. Даже такой грузопассажир маленько позаботился о тех, кто сидит на втором ряду. На самом деле, все действительно вот простое. Все обыкновенный пластик. Я серьезно думаю, что здесь можно сделать люк. Причем, кстати, вот здесь вот мягкая фанерная обшивка. Так интересно. Здесь можно было бы сделать люк. Вообще... Короче, идей у меня даже сейчас родилась целая куча до какого-то такого тюнинга, переделки. Понимаете, в такую машину садишься, и уже у тебя сразу уже ручки чешутся. Что бы с тобой замутить? Что бы с тобой сделать? Эксперименты. Я хочу попробовать залезть сюда вот таким образом. Смотрите, я сейчас, значит, вот так. Теперь я иду такой вот так. Встал. Теперь я себе открыл спинку и уселся. Слушайте, это даже более годный способ. Ёлки, так и надо делать, мужики. Смотрите, а даже выходить тоже нормально. Берем, положили, ушли. Годнота. Передняя часть, конечно, максимально утилитарна. То есть плоская торпеда, ничего не особенного нету. Здесь немножечко с кармашечками сделали такую вот как бы выштамповку. На самых поздних версиях появляются подушки безопасности. То есть и у переднего пассажира, и у водителя. Но у водителя подушка безопасности это было в базе. У переднего пассажира опция. У нас версия еще постарше. То есть у нее еще подушек безопасности нету. Ну, с другой стороны, в грузопассажирских версиях ну, не особо много всяких систем безопасности, что, кстати, на удивление, совсем у современных машин исправили. То есть Nissan AD или NV150 самой последней версии, который прям совсем новый сейчас выходит, он напичкан системами безопасности даже больше, чем Wingroad, более богатая версия, да. Но 90-е годы это была реально деревянненькая такая простенькая машина. Действительно, вот ремни безопасности уже, слава богу, были. И подушки безопасности под конец выпуска они тоже стали внедрять. Ну, большинству людей, кто на них ездил и работал, на это было все глубоко начхать. Как говорится, тачка едет, и слава богу. Печка есть, и хорошо. Это один и тот же двигатель бензиновый, GA. 1,5-литровый GA15, только карбюраторный, либо инжекторный. Ну, здесь вы сами видите, что у нас уже инжекторная версия, то есть 105 лошадиных сил, и у него, кстати, все такое железное, что у меня даже
голос отражается эхом, блин. Но могла быть машина на автомате, либо на механике. Автомат 4-ступенчатый, механика 5-скоростная. Ну, естественно, все такое очень обыкновенное. Одно явное отличие такое вот прям, которое сразу заметно, это, соответственно, либо пластиковая крышка у инжекторного, либо металлическая крышка клапанная у карбюраторного. Разница в мощности там не особенная, я бы сказал. 98 лошадей у карбюраторного, 105 лошадей у впрыскового. Ну, ерунда какая-то. Ну, зато вот с этой крышкой, если что, наколебетесь, потому что она продается в сборе с сальниками свечных колодцев и стоит весомых денег. Вот даже китайская какая-то новая может стоить 1010. Многие люди ищут как раз специально контрактную, которая будет даже подешевле стоить. Случались они и с дизельным двигателем 1.7 объемом. Возможно, для теплых регионов это было бы даже и неплохо. Но у нас, если честно, дизель это не особенно любимая такая разновидность дизельная. Когда машина, то есть морозы, это подогреватели всякие, это солярка не очень качественная. То есть у нас в любом случае дизельные машины в итоге потом оказываются бензиновыми. У нас они, такой у них жизненный цикл в Сибири происходит. Была дизельная, стала бензиновая. Важно сказать, что с завода, когда они были еще свеженькие, эти все двигатели, они были, ну на тот момент, по крайней мере, довольно-таки экономичными. Если почитать, да, то есть старые каталоги, производитель заявлял расход в 6,6 литров на сотню. 6,6 литров. То есть меньше 7 литров на сотню. При том, что там даже есть такая строчка при полной загруженности машины. Понимаете? То есть даже при полной загруженности производитель говорил, меньше 7 литров будет кушать. Ну, сейчас, конечно, уже время прошло. Я не думаю, что он, наверное, в 7 литров будет укладываться. Хотя, если его отремонтировать, ну, откапиталить по-человечески, думаю, может и нормально так и будет. Такой будет расход вполне. Особенно на механической коробке. Кстати, о механической коробке важно сказать. Вот я об этом, когда прочитал, я очень удивился. Бывали на них механические коробки с блокировкой, прикиньте. Шумоизоляции нет, естественно, ее надо делать, если кто захочет. Тут, знаете, когда про такие машины каталоги читаешь, то всегда удивляешься тому, что они в заслугу ставят вроде бы обыкновенные вещи. То есть там пишут, у Nissan AdMax спереди даже вентилируемые тормоза. Ну, типа такие, вау, представляете, мы на что расщедрились? Вентилируемые тормоза дали. А по мне, если у тебя такой грузопассажир, гидрач есть, печка есть, и все, и слава богу, уже мы довольны. Уже и так хорошо. Просто был в Японии период, да, когда было очень популярно чем-то вот так вот торговать, маленькие такие автолавки, передвижные магазинчики. И, соответственно, промышленность автомобильная выпускала под это дело и свои такие вот поделочки. А сейчас мы можем их воспринимать как что-то такое необычное и фетишное. Тихо, аккуратненько. Резина у нас, да, оставляет желать лучшего. Нормально, никого нету, хорошо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, беда. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тихо-тихо. Ой, яма, то яма, то канава. Да что ж такое-то? Россия, истинная Россия. Ниссанчик, ты куда попал, да? Слушай, вот как всегда, знаешь, эмоций-то сколько насобираешь, когда на какой-нибудь такой специфической штуке едешь, блин. Едем в соседнее село. С грузом, арбузом. Давай, лежак на 30 километров в час. Ну-ка. Слушайте, если учесть, что у нее пружины там вот с палец толщиной пруток, то нормально идем, однако. Весело, главное, а? В общем, ребят, я жду от вас комментариев. Обязательно пишите, кто что думает. Обязательно пишите, как у вашего папы, дедушки, бабушки была такая же машина. И как он ей радовался, и как он ее любил. Соответственно, подписывайтесь на канал, где вы еще столько всякой дичи увидите. И всем пока.